Привет всем! Это очередная серия про котят, уже 13-я по счету. И сегодня мы с вами будем говорить про пирс. Про пирс, про рыбалку, про озеро. А в прошлых сериях вы видели котят на крыше. Крыша гаража и крыша дома – это такое притягательное место для них. Вот второе притягательное место, где они часто бывают, проводят много времени и доставляют нам некоторое беспокойство ввиду определенных рисков. Все-таки вода. Это пирс. У нас есть пирс, который заходит в озеро где-то на 8 метров. Это арендованная земля. То есть этот пирс мы платим аренду экологическому министерству Австрии. Красотка. Да. Нет, я выйду, чтобы ты сюда не спускалась. Тебе идею не подавать. Давай. Красотка. Вот только хвост виден. Она себе там домик устроила под доской. Вот она там в засаде сидит. Так, а это у нас... Ой-ой-ой. Что, ты прыгать собрался? Арчик. Вода, гладь озера считается собственностью государства. Соответственно, пирс построен над озером. И вот в той части, которая стоит над озером, рассчитано сколько квадратных метров, мы платим аренду ежегодно. Ну ты бы туда не перегибался так, дорогой. Анфиска подошла и удивляется, что он там смотрит, что он там увидел. А Арчик там явно что-то увидел. Ну, на пирсе бываем часто. Я катаюсь на серфинге, там же у нас лодка, там же делаю утреннюю зарядку. Ну, просто выходим посмотреть на озеро. Соответственно, котята выходят с нами, ну и мы за ними внимательнейшим образом присматриваем. А котята увлеклись, они видят рыбу. То есть на канале есть множество роликов, как мы кормим лебедей, уток. И там видно, что рыба в огромном количестве плавает как раз у нас вот возле пирса. Она там собирает корм, составляет конкуренцию серьезную и лебедям, и уткам. И рыба плавает, котята ее видят, наблюдают, им очень интересно. Арчик пару раз уже приходил домой с мокрыми штанами, с мокрым хвостом, лапы мокрые были. Один раз я застал его за этим, он упал и где-то по пояс ему было. Потом он приходил еще пару раз, я не знаю, что там происходило, но в любом случае за ними надо присматривать, потому что глубина, ну вот здесь между лодкой и берегом глубина совсем мелкая, дальше глубина уже посерьезней. Каких-то рыб больших здесь. Ну вот у нас щука когда-то жила под пирсом. В один из сезонов была щука. Она оттуда, так сказать, броски совершала. Но она щука такая небольшая. Я не думаю, что она может проблему составить котенку. Просто в любом случае нужно внимание. Вот на пирсе стоит байдарка. Мы иногда катаемся на байдарке. Ну, это чисто для спортивных таких, спортивного увлечения. Есть лодка, есть множество на канале съемок, сделанных с лодки, ну, с воды, с озера. Лодка с электромотором. И есть две доски, я катаюсь на серфинге. Одна доска сапсерфинг с электромотором, вторая такая более скоростная. Ну, на канале недавно было видео про то, как я рассекаю по озеру на серфинге. Котяток вода очень интересует. Они на берегу, прямо у самой воды много времени проводят, там ходят, потому что там живет множество водной полевки. У нас там есть, бобры не знаю, но кто-то сгрызает ветки. Мы находим Котик Вилли там постоянно тоже возле камышей, ну это не камыш, это тростник, возле тростника стоит и оттуда приносит мышей. Ну котятки тоже. И вот смотрите,
стоит, да, вот это Арчик, он очень любит наблюдать за рыбами. Вот, они там снизу плавают. Я специально вам покажу рыбу. Побросаю туда немножко корма, чтобы она стала этот корм собирать. Ну, посмотрите, сколько там рыбы. Пирс мы в свое время делали, когда дом строили. Там был старый пирс, полностью проваленный. Мы нашли бригаду. Вот на озере есть бригада, такие ребята, у них все оборудование есть. Именно для вот монтажа вот таких пирсов деревянных. Это все чисто из дерева. Вот они ставят новые колонны, опоры и весь этот настил делают. И вот такой пирс, сейчас нашему пирсу уже около 5 лет. Вот. Он в среднем, ну, минимум 10 лет, чаще 15 лет. А стоит, потом нужно менять вот верхнюю вот эту часть. Ну, зависит от состояния. Вода, было наводнение осенью, ну, пирс никогда не заливала, дошла где-то сантиметров 10 не хватало, чтобы залить пирс сверху. Но это было действительно очень серьезное наводнение, а так пирс всегда выше воды. Вот смотрите, тут рыбу просто видно, вот она плавает. А если вы хотите посмотреть, какая рыба есть в озере, я там дам, какой запрос в гугле сделать, вам откроется страница с фотографиями. Будут фотографии рыб. Озеро очень богато рыбой, причем есть экземпляры, которые, ну, человек еле-еле держит. Есть и самы, есть и карпы, ну, очень такая серьезная рыба. А для того, чтобы рыбачить, нужно купить билет. Вот смотрите, я бросаю, сверху бросил корм такой лебединый, и вот смотрите, что творится. Рыба этот корм склевывает в 5 секунд. Они снизу. Вот сейчас я еще раз брошу, просто посмотреть интересно. То есть для того, чтобы рыбачить, надо купить билет. Вся гладь озера поделена между несколькими такими рыболовными кооперативами. И, пожалуйста, платишь и получаешь там на определенный период времени в определенной зоне можешь рыбачить. Ну, рыбаков много, на озере рыбаков много. Рыбачат на лодках, есть такие конструкции, они ночуют на лодке. Ну, есть люди, которые увлекаются рыбалкой. Ну, озеро, особенно вот восточная половина озера, она такая рыбная, вот, достаточно глубокая, рыбная, и там, ну, рыбаков много. Мы сами не увлекаемся, вот, поэтому не ловим. Вот смотрите, там у нас вид на дом, гортензии, там котик у нас. Вот. Вот, котик лежит, наблюдает. Ну, он совмещает, смотрит на котят, смотрит просто на окружающий мир и параллельно слушает, ну, мышь, выслушивает. Лежит, потом встанет, раз, бросок, все, идет с мышью. То есть у него он совмещает такое приятное с полезным. Вот. Вот это вид на озеро. И тут все коты сейчас. То есть Вилли лежит и наблюдает за малышней, которая вот возле пирса там крутится. А мне предлагали, вот возьмите в лодку покатайте. Ну, я не думаю, что котенку понравится такое развлечение, кататься на лодке. Зачем? Для того, чтобы кадры снять, ну как-то не очень. Вот, Вилли пошел, они оба здесь. Вот, как бы найди 3 котов. Картинка «Найди 3 котов». Ну, у Вилли с Арчиком такие особые отношения, у них достаточно, они спят рядышком, облокотившись друг от друга, у них такая команда. А Анфиску Вилли периодически строит, он ее периодически так гоняет, потому что Анфиска слишком шустрая и иногда допускает себе вещи, которые Вилечка не одобряет. Вот он кое-что не одобряет, соответственно, Арчи понимает, как надо себя вести. Анфиса иногда нарушает. Ну, соответственно, Вилли на нее может рыкнуть, может лапой поддать, но так не сильно. Озеро находится на высоте 500 метров. Это Австрия, Каринтия, озеро Осиах. А на высоте 500 метров гладь озера, облака очень низко бывают, 700 метров, 750. То есть это горы, кругом горы. Вот такая обстановка. Итак, котята у нас рано или поздно рыбу поймают. Мы в этом нисколько не сомневаемся. Почему-то думаем на Анфиску.
Ну, как бы успеха им. Если фильм вам понравился, поставьте лайк. Кликните котика, откроется окошко подписки. Подпишитесь на канал, включите уведомления. Будьте здоровы, будьте счастливы и успехов вам!